Привет, друзья! Сегодня приготовим 3 очень вкусных и аппетитных рецепта курочки, которую мы все с вами так любим. Для первого рецепта нам понадобятся куриные бедрышки 1 кг. Я обрезаю лишние кусочки кожи и жира, но всю кожицу я не снимаю. Можно также взять другие части курицы, голени или окорочка. Также обрезаем пленки. Чтобы куриное мясо было вкуснее, мы его будем мариновать. Берем соевый соус 50 мл. К нему добавляем любой мед 1,5 столовые ложки. 2-3 зубчика чеснока почистить и пропустить через пресс. У меня чеснок крупный, если у вас помельче, можно взять большее количество. Все рецепты очень простые и вкусные, они подойдут как на обед и ужин, так и на праздничный стол. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла, горчицу в зернах 1,5 столовые ложки, 1 чайную ложку копченой паприки, немножко соли, потому что соевый соус и так соленый. Смесь перцев молотая пол чайной ложечки, 1 чайная ложка сушеного базилика. Все хорошо смешать до однородности. Заливаем наши бедрышки полученным маринадом и хорошо втираем его в курочку, как будто массируем. Мясо должно мариноваться минимум полчаса, но чем больше, тем лучше. Можно даже оставить на ночь в холодильнике. У меня прошел час, перекладываем бедрышки в форму для запекания. Форму ничем смазывать не нужно. Мясо выкладываем кожицей вверх. Заливаем бедрышки оставшимся маринадом и отправляем в духовку. Готовим при температуре 180 градусов. Через 20 минут бедрышки достаем и поливаем выделившимся соком с маринадом. И отправляем в духовку еще на 20-25 минут. Готовность проверяем, прокалывая мясо ножом или вилкой. Должен выделиться прозрачный сок. Очень ароматные, золотистые и аппетитные бедрышки у нас получились. Такая вкуснятина подходит к любому гарниру. Курочка, приготовленная по такому рецепту, получается очень нежная, мягкая и сочная. Соево-медовый соус со специями придает курочке незабываемый вкус. Обязательно попробуйте и напишите в комментариях, как вам такой рецепт. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Куриные бедрышки у меня 900 грамм. Я промыла и просушила. Нужно удалить косточку и хрящи. Это делается быстро и совсем не сложно. Кожицу я оставляю, поскольку она получается очень вкусная и хрустящая в этом рецепте. Мясо оборачиваем пленкой, можно использовать полиэтиленовый пакет, чтобы не разлетались брызги. Нужно отбить мясо молоточком с обеих сторон. Так поступаем с каждым кусочком. Перекладываем отбитые кусочки мяса в удобную емкость для маринования. Вливаем 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Пол чайной ложки свежемолотого кориандра, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели, пол чайной ложки смесь перцев молотая, если нет, то добавьте обычный молотый черный перец по вкусу, пол чайной ложечки соли и пол чайной ложечки куркумы. Все специи хорошо втираем в курочку. И оставляем мариноваться на 30 минут, можно дольше. Чем дольше, тем вкуснее будет. У
меня прошло 1,5 часа. Разогреваем сковороду и смазываем ее кусочком сливочного масла. Выкладываем отбивные и хорошо их разравниваем. Готовим на медленном огне сначала с одной стороны 15-20 минут до образования золотистой корочки. Жарить нужно обязательно под прессом. Я использую пластиковую бутылку с водой. Стеклянную банку не рекомендую, может лопнуть. У меня прошло 16 минут, я проверяю, зарумянилась ли нижняя сторона и снимаю пресс. Все чудесно, переворачиваем на другую сторону. Посмотрите, какая золотистая аппетитная корочка получается. Беру 2-3 крупных зубчика чеснока, отодвигаю немножко отбивные. И выдавливаю чеснок через пресс прямо на сковороду в разогретое масло. После этого равномерно распределяем чеснок под мясом, чтобы все кусочки одинаково пропитались ароматами чесночка. Друзья, это такое вкусное блюдо получается. Готовьте сразу двойную порцию. Всем большое спасибо за вашу поддержку и подписку на мой канал Вкусняшки. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. С обратной стороны готовим еще примерно 7 минут, тоже на медленном огне. Готовые отбивные выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Точнее жир, который выделился из кожицы. Такую вкуснятину можно подавать как самостоятельное блюдо, так и к любому гарниру. Обалденная хрустящая корочка и внутри сочная мяско. Получается очень вкусно и аппетитно, и совсем не жирные. Обязательно попробуйте. Можно приготовить и на праздничный стол, все будут в восторге. Друзья, мне очень интересно, из какой страны вы смотрите это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы переходим к третьему рецепту. Нам понадобятся куриные голени 1 килограмм. Чеснок я взяла крупный, 4 зубчика. Если у вас мелкий, берите в 2 раза больше. Чеснок нужно почистить и порезать на небольшие тонкие пластинки. В куриных ножках ножом делаем глубокие проколы и вставляем в каждый такой прокол по кусочку чеснока. Мы чеснок очень любим, поэтому я делаю несколько проколов. Если вы не очень любите, можете по своему вкусу это делать. Друзья, если вам понравятся эти быстрые, вкусные и простые рецепты курочки, поделитесь этим видео в своих социальных сетях, чтобы ваши друзья могли готовить такую вкусняшку. Берем любой томатный соус или кетчуп, 3 столовые ложки, добавляем чайную ложку копченой паприки, 1 чайную ложку итальянских трав, 1 столовую ложку кукурузного крахмала, если нету, можно обычный. Вливаем 3 столовые ложки соевого соуса. Поперчить по вкусу. И 15-20 грамм растопленного сливочного масла. Оно придаст нашей курочке приятный вкус. Все ингредиенты смешать до однородности. На этом этапе я маринад попробовала. Мне показалось, что нужно добавить немножко соли. Вы тоже пробуйте. Смотрите по своему вкусу. Заливаем куриные ножки полученным ароматным маринадом и хорошо втираем его руками, как будто массажируем. Накрываем мясо пленкой и оставляем мариноваться минимум на 30 минут. Но, как вы знаете, чем дольше, тем вкуснее. Застилаем пергаментом противень и выкладываем на него куриные ножки. При этом обязательно разравниваем кожицу. Обмазываем каждую ножку оставшимся маринадом.
Ставим в разогретую до 190 градусов духовку сперва на 15-20 минут. Потом достаем из духовки и переворачиваем каждый кусочек на другую сторону. Сверху обмазываем курочку остатками маринада или выделившимся соком. У меня осталось примерно 1,5 столовые ложки маринада, поэтому я тоже равномерно нанесла его на каждый кусочек. Отправляем в духовку еще на 15-20 минут, чтобы зарумянилась верхняя корочка. Очень вкусные и аппетитные куриные ножки готовы, аромат просто непередаваемый. Мясо получается нежное и очень сочное. Друзья, надеюсь, вам понравились эти рецепты. Готовьте с удовольствием. Всем приятного аппетита. Ставьте лайк. Если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях, чтобы они готовили такую вкусняшку. Пишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего. Мне будет очень интересно.